Вам приходилось в жизни общаться с девушкой, которая выжила после 6 ножевых ранений? Я уверена, нет. А я вас сейчас познакомлю. Дорогие подписчики, к самому пикантному мы, конечно же, дойдем, и Валерия расскажет о том, как это произошло. Ну а сегодня Валерия расскажет о своем детстве. О своем рождении очень интересно. Здравствуйте все, дорогие друзья и подписчики. Тема у нас очень интересная, потому что по поводу того, что я пережила этих 6 ножевых ранений и выжила, несовместные с жизнью. Но все-таки моя миссия не закончена на этой земле, потому я обратно вернулась. А сегодня мы даже обсуждали вот мое рождение, и тоже было связано именно с легкими, с этим всем. Я вам сейчас тоже расскажу эту историю, потому что передача «Жди меня» на Украине искали, они хотели тоже сделать с этого передачу, но никого уже не нашли. Кто был раньше жив, умер, а по моему роду найти нереально. Меня воспитали приемные родители, очень хорошие люди, очень интеллигентные. Мама была заслуженный учитель Украины, папа заслуженный художник СССР, работал тоже на Украине в школе. Я этим людям, этим родителям благодарна буду вечно, потому что я росла в семье, здоровой, полноценной семье. Но самое интересное для Виктории, так это как меня в Голосеевском парке женщина с собакой нашли зарытую в землю. Маленького новорожденного ребеночка. И эта женщина, вернее, собака нашла, она была там в ужасе, она меня принесла в Голосеевскую родилку и отдала туда. И там 2 месяца боролись за мою жизнь, потому что у новорожденного ребенка была забита трахея вся землей, сухими листьями, легкие, и тоже была сильная борьба за мою жизнь. Прямо в самом новорождении, как говорится, я тоже умерла, я жила. И вот та женщина, которая меня родила, и так ее не нашли, естественно, и рода своего я не знаю. И по жизни, да, тяжелая судьба, но все равно на жизнь. Да, она такая, видите, интересная. Я говорю, ну, у нее энергетика такая прекрасная. То есть это волшебница. Вот, ну, я ей говорю, наверное, там у тебя были какие-то там испанцы, там какие-то там в роду, ну, цыгане, видите, да, может быть, цыгане, потому что она такая, мне кажется, она может даже заколдовать вас, если что. Но вот меня уже заколдовала. Вот. Да, но ладно. Давай, вот рассказывай. Нет, мне просто, я очень верю в Бога, нашего Творца, я без Него никуда. И мне дан Богом, наверное, дар помогать людям. Я всю жизнь помогала людям, я могу лечить руками, имею дар целителя, хорошо знаю травы. Хорошим словом и молитвой очень помогаю людям. Вот женщин, которые в моем городе есть такие семьи, не было детей, я вымаливала ребенка, да. И у меня есть крестные, это мои деточки, которые пришли на этот свет, как они говорят, благодаря, Валерии, тебе и Богу. Да, ну вот давай расскажи больше вот там про свое детство, вот какие-то такие моменты интересные. Вообще вот, ну то есть... Я жила хорошо, потому что родители, когда меня взяли, маме было 50 лет, папе было 46, Ага. Папа моложе был на 4 года. Это были уже взрослые люди, они уже стояли хорошо на ногах. Я росла в хорошей семье, в достатке. То есть, я так понимаю, их уже нет родителей, Нет, да? уже нету. Папы нету 17 лет, мамы 13 лет. Но я росла в достатке, у меня все было на день рождения, самые хорошие подарки. Мне вот там на 5 лет, пускай золотые серьги подарили, на 6 лет фортепиано, на 7 лет аккордеон, на 10 лет магнитолу, что все приходили, смотрели, знаешь, в таком плане. То детство у меня было хорошее. Родители знали, куда меня направлять. Я училась, у меня не было времени играться, потому что кроме школы я еще закончила 2 музыкальных, 1 хоровую, 1 танцевальную и художнюю. Молодец. Да. Но я ездила в Артек, я была лучшая ученица нашей Хмельницкой области. Да. Это прям так родители занимались этим, да? Какие молодцы. Да. Слушай, я им очень благодарна. Как говорят, Алера, у тебя детства не было, ты только училась.
Да спасибо им, что Да, я да, училась. да. Поэтому... Они меня развивали, и я очень развита в разных направлениях. Да, вот это да, очень да, важно. да. Она и то умеет, и то, и то. Мы как с ней начинаем говорить, она говорит, Да я и я этим... умею все, потому Да, что да, мой да. отец говорил одно, что если человек талантлив, он талантлив во всем. Это правда, это правда. Все. Если надо кому-то постричь волосы, постригу, если надо построить дом, построю, если надо Поняла, да, да. нарубить дров, нарубаю, это не имеет значения, я умею все. Но мне больше, конечно, воспитанием занимался папа. Мама не имела времени, у нее было очень много часов рабочих в школе. Она уходила утром, приходила в 5, а до часу ночи еще тетрадки все проверяла. Да, да, как жили. Папы было пару часов там ОБЖД, трудового и рисования, он был свободный. То мы больше, конечно, с папой и готовили. Я уже 5 лет готовила кушать. Там на даче подорвала печку, так вышло. Да, да, да. И это все мы с папой все вместе. И я вот умею, как говорится, и машину поремонтировать, вот мотоцикл, и велосипед, потому что я ему всегда помогала. Знаешь, и вот мы так... Мама, когда папа умер, я очень плакала, мама так плакала, говорила, ты за ним так плачешь, ты за мной так плакать не будешь. Я говорю, не заговаривай, почему, какая разница? Ну, Да, типа, ты да, его да. вот доченька, знаешь. Нет, я любила сильно и маму, и папу, и у меня вот эта благодарность была большая. А детство было от родителей очень хорошее, от людей очень тяжелое, потому что если я играла с ребятами где-то на улице, естественно, это заканчивалось тем, что мне говорили, это не твоя мама Оля, Света, Таня. А Я почему? плакала, я прибегала домой, да слушай, прибегала домой, плакала маме в грудь, а мама говорила, не слушай никого, твоя мать, только я. Откуда дети знали? Потому что дома родители отговаривали. Дети, как ребенок, он слышит, потом, когда какой-то в игре конфликт, кто-то забирает игрушку или еще что-то, и начинается вот это потыкывание. Еще было очень сложно с родственниками. Да, родственники многие не приняли меня, особенно с маминой стороны. Младший брат, у него было 4 своих детей. И, как они говорили, ты привезла детдомовку, интернатовку, она забирает наше обестя, типа, знаешь, землю, потому что это была одна земля, бабушка поделила, дала младшему и маме дала. Мама была инвалид детства, у нее был туберкулез кости. Потому она не могла родить, она беременела, но не могла выносить. Бо она с 13 до 17 лет была в гипсе закрыта. Ну, когда был туберкулез, как раз в таком возрасте. Но пока она была вот этих с 13 до 17 лет в гипсе, она закончила 2 университета. Педуниверситет Каменец-Подольский и сельхозакадемию Каменец-Подольского. Насколько была умная девочка. Естественно, первое мое имя Оксана. Да, потом, когда родители взяли, была Люба, а потом они поменяли на Валерию, это уже я была постарше, потому что Люба мне не подходила, я была очень такая живчик, сильная, это имя очень мягкое, а когда я уже пела везде, с 5 лет я уже пела в солнечных кларнетах до 13, и представлять было, не так подходило имя для представления, там Невельская Любовь, а так Невельская Валерия, Да, уже да, запоминалось да, это, да. да. И мой учитель Валентин Чайковский, это был такой лучший педагог музыкальный в Каменце-Подольском. Он, конечно, строил большие планы, но мама это все изменила по-другому, потому что были тяжелые 90-е годы. Она хотела спокойствия, чтобы дочка была возле нее, не ездила где-то учиться. Я была собралась в Калугу, то она стала вот так в дверях и сказала, только через мой труп педагогический пойдешь. Я не поехала так в ту Калугу. И она, конечно, быстро выдала меня замуж, рано. Уже. Да? Да, рано. Выдала замуж, все были против, я тоже плакала. А жениха кто нашел? Как-то женихов было много, потому что я была артистка, меня хотели многие, женихов было много. Ну, мама там себе была на своей уже волне, она уже была взрослая, старенькая. В школе мне было только тяжело из-за того, что все дети там хвастались своими молодыми родителями. У меня были как дедушка с бабушкой, знаешь, родители. И когда-то, я так помню, когда мне было 5 лет, я очень плакала. Мама мне собрала на свадьбу такие спортивные кроссовки, штаны, сверху вязаное платье в горошке.
и платок такой шерстяный завязала. Я так плакала, у меня была такая истерика, и говорила, никогда в жизни не пойду больше ни на свадьбу, ни на что. И она сказала, все, Лера, вот на тебе деньги, и теперь с 5 лет ты покупаешь сама себе вещи. Я действительно с 5 лет покупала сама все себе, потому что она еще умудрилась где-то в 7 лет мне купить кроссовки, поляки возили на вырост, 39 размера. Я уже и выросла, и до сегодня у меня 37,5. Ну, знаешь, как старшая женщина, как бабушка, она смотрела на это совсем по-другому. Она... Для нее было главное укутать, а не так, чтобы оно было еще красиво. А я сама, папа мне эстет, и он мне это художество с самого детства заложил. Я понимала все эти вкусы, и для меня это было очень сложно. Серьезно было сложно, потому что я хотела так, а мне делали вот так. А что мы там говорили, что вот дети обижали, да, обижали. Особенно мамин младший этот брат, дядя Степа, его дети. Было такое, что иду в школу, и мне в спину кидали камни, груши, гнилые яблоки, говорили, иди домовка, сдохни. И этот же брат, дядя Степа, он работал на большой машине на базе. Было такое, что я тоже иду в школу, он меня машиной как прижмет к муру. И вот пока вот едет машина, меня там крутит, и уже это платьице порвано, этот фартушок уже висит. Ну, пытались убрать, конечно, запугать, и много всего было в жизни. Но когда умерла мама, и они состарились, эти люди уже потом у меня все просили прощения, потому что они поняли, что я выросла хорошим человеком, порядочным, честным, что я даже им помогаю, хоть они мне сколько сделали больно. И их дети, мне кажется, поняли это. Вот младшая Катя, сестра, вот это она была всегда со мной и заодно. Мы были подруги, мы одногодки. Дядя Степа не разрешал дружить, а она все равно втихаря как-то дружила со мной. И так мы до сегодня вот общаемся с ней, вот дружим. Это вот от маминого брата Люба, сестра, вот, которая сейчас приезжала, была неделю с ней, с Милана, смотрела за мной, помогала мне. И вот Катя вчера звонила, вот это с родственников, вот это 2 сестры, которые меня приняли. Приняли, да? Да, и с которыми я до сегодня общаюсь. Слушай, а вот получается, ты как бы за всю жизнь так и не встретилась со своими родными? Ну как? Ни с кем, да? Нету никого. Просто Нету, вот даже да? искали, я же говорю, искали уже даже именно передача такая серьезная. Ну как найдешь? Они были как-то вышли на эту медсестру, которая принимала меня в больнице. Да. Это был 77-й год. А родилась я 5 мая в 77-м году на Пасху. И каждых 7 лет у меня день рождения на Пасху. Вот в прошлом году тоже на Пасху было день рождения у меня. И, может быть, меня и Бог спас вот так, что вот я родилась в такой день, и она решила меня оставить еще таким методом, что можно было в больницу, но я ее тоже не осуждаю. Это 77-й год, может, я была нагулена, может, еще что-то. Тогда было это очень строго. Родители отказывались, семьи. Ну, это было все скрыто, сшито ниткой. А может, она просто цыганка, никто не знает. Вот мне недавно, я работала у шведов, на польско-немецкой границе менеджером в отеле 11 лет, то мне они недавно предложили, что, Лера, сейчас есть тесты, мы привезем на другой раз, когда ты будешь, сделаем тест, хотя бы посмотрим генетику твою. Интересно. Именно кто ты там по национальностям, вот это тоже мне интересно. Это когда? Это если вот я в мае, если все будет хорошо, я выздоровлю, и в мае я полечу, то я этот тест сделаю. Да. А ты потом вернешься? Конечно, тоже я же здесь живу. Ну, потому что мы будем делать сериалы, знаете. Конечно. Я с Лерой познакомилась по телефону, как она пришла в себя после 5 дней, да? В коме ты была 5 дней. 9 вечером это случилось, в 8:30 я прилетела, вот берлинский самолет, он сел в 8:30, вышла я где-то в 9:20, 9:30 с аэропорта, он меня встречал. Он меня и провожал, и встречал, и иногда позванивал. Он знал, что я лечу с деньгами. И сколько ты была в коме после... И это... Переводим тему, конечно, правильно. Да, сейчас еще рано об этом Все самое говорить. пикантное мы расскажем немножечко позже. Потом, сейчас не надо. А сейчас больше акцент на ее жизнь. И сколько дней? С 9 ночи меня завезли в больницу на 10-е. 10-е, 11-е, 12-е, 13-е. 13-го они меня привели, когда я пришла в чувство чуть-чуть.
И вот мы с тобой уже тогда Да. как-то общались, Это- а потом я обратно ушла, бо опять делали операции, и долго там да? было, да, еще Да. 2 дня я была где-то. А, Я летала, вот я тоже верующая в Бога, я очень много слышала от людей, там летят по туннелям, там какой-то да. свет. Нет, это была матрица, это были вот такие полоски красные, зеленые, желтые, их было 3 вида, как цифры, ну, как что-то космическое. И ты понимаешь все. Я понимаю, что я умерла. Я понимаю, что это, но это мне было так долго, это все вот длилось. Хотя там казалось очень быстро, а тут прошло 4 дня, Да. понимаешь? А там казалось, что это очень быстро. И я все время летела куда-то моя, вот летела и летела по этим цифрам, вот как будто одно так за другим, как вот листочки сложить, вот так один за другим, и ты вот это, их нажимаешь, вот они раскрываются, вот так идет, все идет. Все темно. Но вот эти вот как энергия какая-то, как мы видим, как цифры, но это не цифры, какие-то такие палочки. И гул. Вот такой бум-бум-бум-бум-бум, постоянно вот этот гул, как будто ты в космосе где-то. Не здесь. Это где-то вот совсем далеко, как будто где-то на другой планете. И все время летишь, и ты понимаешь, что ты умер, ты чувствуешь запахи других людей. Я видела, что делала моя подруга, я слышала других, но их не было возле меня. Ага. Просто я уже много чего, это тоже совсем другая история. Это надо будет тоже по этой теме создать какой-то фильм, потому что сделаем. я раньше тоже много чего видела и чего знаю. Но это было по-другому, совсем по-другому. Что-то такое новое, космическое. И этот гул, я его помню, я его слышу до сейчас в голове. Я думала, у меня именно лопнут мозги от этого бум-бум-бум-бум, и такое все трещит, электричество, энергия такая. Вот такое все. И темно, и вот эти такие, как нити тянутся, желтые, красные, зеленые, и ты по них вот летишь. Интересно. Но память есть, ты все понимаешь, что ты умер. Это да, я знала, что я умерла. Вот я знала. То есть у тебя с легкими были очень серьезные проблемы, да? Ну да, легкие, самое большее, было там 2 ножевых ранения и селезенка. И там многое, пока не будем это Можно я фотографию эту вставлю, которую я делала у тебя, хорошо? Вот. Можешь, но это, конечно, очень страшно. Но у нее была как бы 2 ножевых отсюда и 4 отсюда. Ну, плюс они еще делали 3 операции, и потом уже подключка была к кислороду сердца и легкие, потому что, когда я 13-го пришла в себя, я заметила, что у меня шея сдулась. Вот здесь вот такая музыка играла. Вот тогда мне забрали на операцию сразу подключать к легким и к сердцу искусственное дыхание, вот это все, и выкачивать эту кровь. Эта кровь уже пошла мне сюда. И воздух. Вот был набитый все легкие воздуха. Воздух пошел уже в шею. Если бы дошло до головы, то уже точно бы не спасли. И они меня сразу забрали на операцию. И тоже там летала я много. Это много. Это такое, одного дня не хватит это все рассказывать, вспоминать. Я, конечно, планирую даже это все написать в подробностях. Потому что вот я недавно даже написала все в подробностях, весь тот момент, как он был. Когда я прилетела и как то все было, я это все описала в подробностях, чтобы не забыть чего-то. И для адвоката, и для себя, и для вас потом будет тоже это интересная тема. Да. Меня спасли, это самое главное. Дорогие подписчики, вы обязательно пишите вопросы, комментарии, задавайте всякие там свои личные вопросы. А мы с Валерией будем делать сериал. Есть о чем поговорить, есть что рассказать. У меня очень насыщенная жизнь была. И это только один момент, что мы сейчас рассказали, рождение. Было еще, как я в 5,5 лет тонула, и меня человек один спас. Это дядя Володя с Кустаная. Он один раз приехал туда, к нам.
И он спас и ушел. Это был мой ангел. Бо люди даже говорили, как может человек быть за 2 километра на горе, он в секунде. Он просто как прилетел и вот так дал мне руку, когда мне уже засасывало полностью под лед на очень большую глубину. Ты провалилась была, да? Папа ловил рыбу, и я хотела перепрыгнуть лед, а чуть было от этого. Знаешь, как лед отходит от этого? Да. И вот я падаю туда, а там скалы, глубина сумасшедшая, теплые же одежды, это зима. Да. Все, что я успела, это за такой маленький сухой кустик пойматься рукой. Этот кустик уже оторвался. Этот человек, он просто слетел и так вот за руку и меня выдернул с того. А я уже как шла в темноту. Да, Я это да, тоже да, помню. да, Сапожик у меня уже сняло все. Вот как меня как будто за ножку что-то тянуло. Но это глубина, естественно, то там тянет. Знаешь. Да. И после этого, в общем, у меня до этого момента было 13 раз таких, что я умирала и вставала. Так что у нас вот такая актриса появилась волшебная, которую вы очень полюбите. И Тяжело сидеть. тяжело, но Не, все хорошо, да? просто. А ну вытяни ножки, Да, вытяни. менять надо позиции. Да. Ой, я Все столько... окей. Да, я ж... Ой. Еще не. Я же видела Валерию в больнице, что она там, господи, а я же такая впечатлительная, я аж домой пришла, легла спать от стресса, вот так свернулась на кровать, вот так поперек легла. Ну, в общем, да, Валерия для меня, знаете, как что-то невероятное на самом деле. Так что, ну как, будем прощаться, да? Как посчитаете нужным. Да, потому что я могу говорить целый день, она но может... есть о чем. И, наверное, это месяц нам надо, чтобы Да это ты все что, выговорить. Да, это такое, может, только с рождения начали. С рождения начали, да. Да, а еще сколько у меня было всего. Слушай, может быть, так благодаря вот Ютубу мы найдем твой род? Как? Ну, кто-то вот, ну, может, увидит как-то что-то похожее, но смотри, красавица Ну, такая. так похожая русская актриса Маргоша. Вот помнишь сериал такой? Мне все А. звонили, говорили, Лера, это твоя сестра, а у нее точно энергия такая, как ты у что? тебя. Вот это. Я говорю, это какая сестра? Кто его там знает, как оно, знаешь? Ну, да. Я отпустила эту ситуацию. Да, Род да. мой тот, что меня воспитал. Да. Я люблю своих родителей и вечно буду их помнить и благодарить их. А тот, кто родил, я тоже мать. Я родила 2 дочек. И я знаю, что такое родить и воспитать. И это совсем другое. Родить это легче всего. А потом ребенка поставить на ноги, обучить, научить и дать ему дальше жить хорошую, будущее хорошее. Это очень важно. Но у меня еще будет очень много историй. Я похоронила старшую дочь, у меня осталась младшая. Еще будет про что поговорить. Так что еще до встречи, дорогие зрители. Подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии для Валерии. Все. Спасибо всем. И спасибо всем за поддержку. Я забыла самое главное сказать. Спасибо вам. Если бы не вы, наверное, я не знаю даже, как бы это закончилось и чем. Вот я когда летала, я тогда понимала и думала, как меня спасут на этом африканском континенте. Как это будет вообще, как это я выживу? Да. А я выжила, потому что попался хороший доктор, действительно хороший доктор-хирург, хороший доктор. Я большое спасибо моему хирургу, большое спасибо хирургу по легким, докторше по легким, потому что попала в больницу такую страшненькую больницу. Но врачи-специалисты лучшие. Они, как сказали, у коронавирус это были лучшие врачи по легким, по сердцу и по легким. И меня вот они спасли. И вы спасли. Ваша помощь, финансовая поддержка, сейчас буду плакать, очень нужна была. Я очень вам благодарна. Очень благодарна. Всем желаю счастья, здоровья, любви. Вам, вашим семьям, вашим детям, родителям. И Богу спасибо. Слушай, дорогая, но получается все равно, Салфетку. да. Ты ж еще, тебе еще финансовая помощь нужна будет в любом случае, потому что тебе еще восстановительный период, она как просыпается. Ничего не нужно. Я так благодарна, ничего не нужно, потому что мне неудобно. Я не есть такой там бедный человек, просто так все получилось в 1 минуту. И долг за квартиру, и покупка этой квартиры, и тут меня убивают, и я остаюсь без копейки. Просто это все сошлось в один такой страшный шар. Да. Но потихоньку, по чуть-чуть раскачаемся. Все будет окей. Я благодарна за то, что поддержали в самую сложную минуту. Дальше я справлюсь.
Всех люблю, всем большое спасибо. Извините Да. за эмоцию. К Валерии Тебе ходили... спасибо, тебе большое Ты моя зайка. спасибо. К Валерии И ходили... адвокату всем. К Валерии всем. ходили в больницу толпами и носили там, в общем, да? Да, все ходили, все помогали, носили все и поддерживали. Да из больницы меня быстро выписали через За это это всё. сказали, у тебя такая группа поддержки, езжай. Да, все, они же напугались этого, и был адвокат с консулата, и мой адвокат, и прокуратура каждый день, и вот Вика, и другие девочки тоже блогеры, и это было вау, это было вау. Спасибо всем, спасибо большое. Это мало слов благодарности, и будут поступки. Все. Ждите продолжения, правильно? Да, пока.